Всем привет, с вами Фрост и новое видео на моем канале. Игра World of Tanks Heat наконец-таки вышла в релиз. И сегодня в этом видео будет полный обзор игры. Разберем все плюсы и минусы, а также обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему вам, игрокам, которые никогда не играли в танковые игры, есть смысл играть в эту игру. А также как играть в эту игру, если у вас есть проблемы со входом из-за блокировок. Также перед началом просмотра не забывайте подписываться, если вы смотрите до сих пор без подписки. А также не забывайте ставить лайки, чтобы помочь в продвижению этого видео для других пользователей, которые особенно не знакомы с этой игрой. А теперь к теме видео. World of Tanks Heat — это, можно сказать, танковый шутер, что это не стандартная танковая игра, которую мы могли видеть до выхода вот Heat. Это смесь нескольких игр сразу. Общее от других танковых игр здесь только одно. Это то, что это игра про танки. Все. Остальное все очень сильно отличается от других танковых игр, и эта игра никак на них не похожа. Эта игра по концепции больше похожа на какой-нибудь Call of Duty или Battlefield. Плюс еще немного отдаленно похожа на Калибр, потому что в этой игре есть механика способностей. Что, как я сказал в начале видео, эта игра больше танковый шутер, а не классическая пивная танковая игра, как тот же Мир танков или War Thunder. Разработчики взяли, смешали несколько игр. Это Мир танков, Call of Duty, Battlefield и Калибр. И в итоге получился новый интересный геймплей. Это очень хорошо заметно по режимам. Коротко расскажу, какие в этой игре есть режимы. Режим завоевания — это, можно сказать, смесь Battlefield и танков. Про то, что есть механики способностей, что взято из Калибра, я, наверное, упоминать больше не буду. Что есть несколько баз, и базы дают очки. И какая команда больше набрала очков, побеждает. Режим превосходства. Суть практически такая же, как и у завоевания, только в превосходстве одна база, а не несколько. Режим ликвидация. Это режим с жетонами, один в один взят из Call of Duty. Вот кто играл в Call of Duty Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, те прекрасно поймут, что это за режим. Вы убиваете танк, с него выпадает жетон, и когда вы подбираете жетон, вам за это начисляются очки. Нужно набрать определенное количество жетонов, чтобы победить. И также был добавлен на релизе новый режим, это контроль. Опять же, игроки, которые играли в Call of Duty, те узнают этот режим, потому что в Call of Duty был такой режим, который назывался опорный пункт. Это один в один то же самое, по такому же принципу работает, но в отличие от Call of Duty, здесь вам нужно победить в 2 раундах. И та команда, которая быстрее это сделает, побеждает. Что, как и говорил до этого, что эта игра смесь нескольких игр и больше является шутером, чем стандартной танковой игрой. Что вместо человека вы просто на танке играете. Так же, как и в нормальных играх, в этой игре такая же система видимости, прямого контакта. Что нет вот этой ублюдочной системы засвета, как в мире танков. Вы можете хоть с респа на респ простреливать противника, если есть такая возможность. Просто по силуэту стрелять. Конечно, технически система обзора здесь есть, но это всего лишь влияет на отображение меток. При определенных условиях они там отображаются, не отображаются и так далее. А так вы можете стрелять просто по силуэту хоть на километр, если есть такая возможность. Переходим, наверное, к самому важному аргументу. И особенно, если вы играете в Мир танков и War Thunder, почему вам стоит перейти в вот Heat из этих игр. В этой игре минимальное количество рандома, что максимально все от ваших рук зависит и от вашего скилла. Патента кислого в этой игре не существует. Конечно, тут есть рандомные механики, на которые вы никак не можете повлиять. Например, подбор карт, подбор союзников. Это также рандомно происходит, как и в других играх. Но на альфу и пробитие вы влиять не можете. Но самое главное, на что вы можете повлиять, это на точность. Точность в этой игре идеальнейшая. Ни в одной танковой игре, которая сейчас существует, нет такой точности, как в вот Heat. Даже в War Thunder есть отклонение плюс-минус 5%, если правильно помню. Те, кто играет в War Thunder, они прекрасно про это знают, что там снаряды идеально в точку не летят. Про Мир танков я вообще молчу. Каждый второй выстрел — это выстрел в землю.
землю, а потом из того, что остался каждый второй выстрел, не пробил рикошет. В этой игре такого не бывает. Чтобы попасть в землю, я вообще не знаю, что вам нужно сделать. Если вы сведены и стреляете, у вас всегда снаряд прилетает туда, куда вы целитесь. Конечно, тоже есть небольшое отклонение по точности, но в большинстве случаев снаряды летят в центр круга, либо очень близко к центру круга. И вы попадаете туда, куда вы хотите. И не пашете землю. Пахать землю вы можете только в одном случае, когда вы стреляете без сведения. Вот тогда у вас снаряд может улететь в край круга. Но если вы сведены, у вас летит все идеально в центр. И за счет такой идеальной точности попадать и пробивать можно очень легко. А если вы еще знаете, куда стрелять каждому танку, то вы можете наносить очень много урона, потому что в этой игре другая механика нанесения урона, чем в других играх. По модулям вы наносите увеличенный урон. Если вы просто стреляете в танк, у вас обычный урон. Если вы стреляете по бакам, у вас урон чуть больше. По двигателю урон еще больше. И самый большой урон это по боеукладке. И поэтому желательно всегда стрелять в боеукладку, чтобы наносить самый большой дамаг. А как я говорил до этого, с идеальной точностью, если вы знаете, куда стрелять, вы будете попадать и пробивать. Так что в этой игре самое главное, что бесит игроков в мире танков, отсутствует. Это идеальный комфорт стрельбы. Также в этой игре есть броня. Но как мы знаем, что в мире танков, что в War Thunder брони не существует. Вас пробивают в любые места, под любыми углами, неважно, вы что-то пытаетесь танковать, вас все равно пробивают. Вас пробивают в любые места, под любыми углами. Что в War Thunder, что в мире танков брони не существует. Но в этой игре броня действительно есть. Если у вас танк действительно с броней, вы можете на нем танковать даже в упоре. Скилловые игроки, конечно, вас будут пробивать чаще. Даже у того же Абрамса есть во лбу 3 уязвимые точки. И те, кто знает, куда стрелять, они будут вас пробивать. Но все равно в этой игре техника танкует лучше. И также, поскольку в этой игре такая механика, что у определенных классов так забалансены снаряды, например, на тех же защитниках и атакующих вы не сможете стрелять на дальней дистанции. За счет этого даже картонный леопард начинает танковать, потому что слишком сильно падает бронепробитие с расстоянием. В этой игре действительно чувствуется, что вы играете на бронированном танке, а не на куске картона, как это есть в других танковых играх. А если вам еще повезло попасться против нескиллового игрока, вы вообще можете десятки тысяч урона вытанковывать и максимально долго выживать, особенно на тяжелой бронированной технике. И теперь переходим тоже к немаловажному пункту, который очень сильно отличает эту игру от других танковых игр. Это, конечно же, что касается графики. По сравнению с другими танковыми играми, графика в Hot на несколько голов выше. Графика просто охрененная, что есть даже ощущение, что вы как будто играете в какую-то сингл-игру, а не в мультиплеерную игру. Насколько охрененная графика для мультиплеерной игры. Для этой игры разработчики специально сделали новый движок, за счет которого удалось добиться такого качества графики. Но как мы знаем, что есть у нас в других двух популярных танковых играх. В мире танков более-менее хорошая графика карт, но средняя проработка танков. В War Thunder наоборот. Хорошая проработка танков, но конченая графика самих карт. В этой игре, можно сказать, есть и то, и то. Очень хорошая графика карт, даже лучше, чем в мире танков. И также еще лучше проработка танков, чем в War Thunder. Сами танки настолько детализированные, что War Thunder просто посасывает в сторонке, как говорится. Но даже когда вы едете на танке, у вас разные элементы, там если какие есть на танке, они шатаются. Когда в вас попадает, их может оторвать, и они могут на землю упасть. Также, что касается экранов. Если вам взрывает экран, видно, как этот кусок железа просто отлетает от танка. А также, что меня больше всего поразило в проработке танков и графики, я это заметил только играя на ЗБТ. То, что от взрывной волны, когда вы стреляете с пушки, или когда снаряд прилетает, от него взрывная волна идет, может разлетаться окружение на карте. Я такого не видел ни в одной танковой игре. Да даже я не знаю, я в другие игры какие-то играл, я тоже такого не видел. Про танковые игры я вообще молчу, там о таком даже и не пахнет. Что мало того, что вы стреляете, у вас гильзы из танка вылетают. Они падают потом на землю, и они остаются материальным объектом, так сказать. Если вы рядом стоите и выстрелите, эти гильзы отбросят взрывной волной. Я говорю, я такого нигде не видел. Также, если на какой-нибудь карте есть какие-нибудь объекты, которые можно разрушить, как, например, на одной карте, где стадион есть, я забыл, как она называется, но вроде «Солнечный удар» называется эта карта. Там на стадионе есть строительные леса. Если вы рядом подъедете и стрельнете, эти леса просто разлетятся от взрывной волны, которая идет из пушки. Я говорю, я такого нигде не видел. Я увидел это на ЗБТ и просто
охуел. Что вы стреляете, у вас гильзы отбрасываются от взрывной волны. Объекты на карте разрушаемые разлетаются. Просто графика на высшем уровне. Для онлайн-игры это вообще разрыв мозга. Хотя обычно к онлайн-играм графики вопросов всегда меньше всего, потому что в первую очередь должен быть хороший FPS, хорошая оптимизация. Но про оптимизацию, с которой, к сожалению, немножко подобосрались, я расскажу позже. И, наверное, переходим к следующему пункту, тоже немаловажному, это монетизация игры. Конечно, кто следит за новостями, те знают, какая в этой игре монетизация. А для всех остальных, особенно для тех, кто про эту игру слышит впервые, я расскажу подробно. В отличие от мира танков, в этой игре разработчики пошли по другому пути. Можно сказать, частично пошли по пути той же КС. Что основной донат в этой игре идет на кастомизацию. На кастомизацию обликов агентов, на кастомизацию техники. Продаются, как я до этого говорил, облики для агентов новые. Как слегка переделанные, так и полностью новые. Продаются 3D-облики для танков, талисманы для танков. В будущем, может быть, еще что-то появится. Также еще к монетизации относится ускорение прогресса. Что если вы хотите быстрее прокачать танк, например, или агента, вы можете купить определенные усилители, чтобы ускорить прогресс. Есть 3 вида усилителя. Усилитель для прокачки агента, чтобы ускорить прокачку агента и прокачать ему нужные перки. Усилитель для прокачки танка, чтобы опыт быстрее фармился. А также усилитель на определенную валюту, которая называется технология, на которую покупаются модули прокачки у танков. То есть, как я до этого сказал, если вы хотите прокачаться быстрее, вы можете это все закупить и будете быстрее качаться. На этом, в принципе, и все. Больше ничего в этой игре пока что купить нельзя. Как уже не раз говорили разработчики, танки за донат продаваться не будут, танки-агенты всегда будут продаваться за серебро. Также и боевой пропуск всегда будет бесплатным. Конечно, там рассказывали после Gamescom, что на боевой пропуск можно будет как-то повлиять донатом. Скорее всего, можно будет ускорить прокачку боевого пропуска. Но сам боевой пропуск всегда будет бесплатный и доступен всем игрокам. Что никакого нагиба за бабки в этой игре нет и не будет. Что очень хорошо. И самое главное, не будет вот этого ублюдства, как это было в Калибре, из которого я пришел в эту игру. Что ты сначала что-то покупаешь, а потом это раздают бесплатно. И в итоге ты деньги на мусорку выбросил. И, наверное, я рассказал очень много хорошего. И вы, наверное, думали, что в этой игре нету минусов. Но, к сожалению, минусы сейчас тоже есть. И, конечно, меньше, чем плюсов, но они все же есть. И поэтому перейдем, наверное, к минусам. И первое, это, конечно же, проблема с балансом. В целом, можно сказать, в этой игре техника плюс-минус нормально сбалансирована. Что есть как и хорошие танки, так и плохие танки. В принципе, как и везде. Идеальный баланс сделать практически невозможно, чтобы все танки были одинаково хорошими. Но есть несколько танков, которые очень сильно выделяются. Выделяются в сторону так называемые в рандоме. То есть они ломают баланс, ломают игру и делают твою игру против них очень сильно некомфортной. Я про эти танки не так давно выпускал видео, можете посмотреть его по подсказке в верхнем углу. Потому что я считаю, что данную проблему надо решать, и так не должно быть. А если коротко, то есть в игре 3 танка. Это Объект 287, Т-62 и ХСТФЛ, которые очень сильно ломают баланс своими особенностями. Как я сказал, вы можете подробно посмотреть в моем видео, которое я выпускал не так давно. Эта проблема сохраняется уже больше года, еще со второго альфа-теста, и, к сожалению, ее до сих пор не исправили. А так, кроме этих 3 танков, в целом техника плюс-минус сбалансирована, как я до этого сказал. Есть танки похуже, есть танки получше, потому что идеально все сбалансировать невозможно. Также есть определенные проблемы с экономикой. Про это, конечно же, тоже нужно упомянуть. В целом, если мы говорим про прокачку танка по опыту именно, это происходит не так-то долго. Что можно так посидеть по 3 часа в день, где-то несколько дней посидеть, поиграть, и вы вкачаете танк до нужных модулей. Но в чем заключается проблема и духота экономики? Очень долго фармится серебро. Серебро сейчас нужно для покупки техники. Что каждый танк стоит 200 тысяч серебра. Но серебро фармится очень медленно. Еще, кстати, тут есть такой момент, то что усилителя на серебро не существует, поэтому вам придется фармить без всяких усилителей. И единственный способ заработать серебро — это просто играть в игру. Никаким другим способом серебро заработать не получится. Ни с помощью задач, ни с помощью других моментов. Только играя в игру. Ну или с боевого пропуска, там в наградах можно получить. Я про это сразу забыл сказать, но там не так много дается. Но в основном серебро вы будете зарабатывать
использовать именно в боях. И фармится сейчас оно очень медленно, особенно сейчас, когда произошел релиз игры, у всех нулевые аккаунты, и поэтому нужно скупать технику. А вы скупать технику нормально не можете, потому что не хватает серебра. Конечно, в будущем наверняка произойдет такой момент, когда игроки все прокачают, пока не вышло что-то новое, и серебро начнет копиться миллионами на аккаунте. Тогда да, эта проблема уйдет. Но сейчас критически сильно не хватает серебра. Но что еще хуже вас может затормозить прокачки, это, конечно же, технологии. Технологии фармятся еще медленнее, чем серебро. Хоть и есть усилитель на ускорение фарма технологий, но он дает не слишком большую прибавку. Технологии фармятся очень долго. Если вы будете качать сразу несколько танков, у вас может произойти такой момент, что у вас закончатся технологии, и вы не сможете прокачаться. Конечно, есть в игре функция, что вы можете перевести серебро в технологии по определенному курсу. Но тут опять же проблема прошлая возникает, это то, что сейчас у игроков мало серебра, потому что игра только вышла. В будущем, как я говорю, проблем не будет. Когда миллионы серебра будет, вы можете кучу технологий получить, кучу танков скупить, и нормально будет. А сейчас просто этого всего дефицит. И поэтому, если у вас закончились технологии, даже с помощью серебра, вы их получить практически не сможете, потому что также серебра мало. Если что, я забыл сказать, если вы хотите что-то прокачать и у вас не хватает технологий, вы нажимаете на этот модуль, и игра вам предложит перевести. Как я до этого говорил, по определенному курсу. Опять же, будем смотреть по времени. Как я говорил, в будущем, возможно, проблема экономики уйдет и станет гораздо легче. Но для новых игроков эта проблема всегда будет вот такой вот жесткой. И последнее, наверное, то, что я сегодня скажу по недостаткам игры, это, наверное, можно сказать не то чтобы недостаток, минус или еще что-то, это больше такой спорный момент. Это, конечно же, оптимизация. Если вы смотрели мое видео по итогам ЗБТ, вы, наверное, помните, как я хвалил разработчиков, что разработчики действительно постарались, круто сделали оптимизацию. То по сравнению со вторым альфа-тестом был значительный прирост. Что это так вам я сейчас цифры скажу, что вот я играл на втором альфа-тесте на средне-низких настройках. У меня был в среднем FPS где-то 90-100. Конечно, там и в большую, и в меньшую сторону он прыгал. Но был такой FPS на средне-низких настройках, и я еще тогда играл на старой видеокарте. Это я еще сейчас говорю без стрима. На ЗБТ я играл без стрима. У меня было 130-140 FPS на максимальных настройках. Вообще все настройки были в максимум выкручены. И также у меня сейчас новая видеокарта. Виден прирост. Как разработчики обещали на Gamescom, они так и сделали. То, что прирост случился. На стриме, конечно, да, были просадки. У меня там было где-то 110-120 FPS примерно, плюс-минус. Но это со стримом. Стрим жрет ресурсы компьютера, поэтому так и происходит. Но почему-то на релизе оптимизация ухудшилась. Я не знаю, с чем это связано, но FPS упал. Без стрима сейчас я играю примерно 100 FPS, как это было год с лишним назад. Но у меня выключены максимальные настройки, а со стримом я играю, у меня вообще 60-70 FPS. Конечно, я играю, я не чувствую, что FPS настолько низкий, хотя, как я уже не раз говорил, у меня организм очень хорошо ощущает, когда FPS ниже нормы. У меня, можно сказать, такая особенность организма. Но тут не чувствуется. И я тоже, кстати, предполагал, возможно, счетчик FPS врет и неправильно показывает. Такое тоже, кстати, может быть. Но если даже это так, это тоже нужно по-хорошему исправлять. И знаете еще в чем прикол? Я пытался увеличить FPS в игре, но у меня ничего не получилось. Я все настройки даже в минимум выкручивал, и все равно FPS особо сильно не увеличивается. Прибавлялось там, я не знаю, 10 кадров максимум. Все. Поэтому сейчас играть на низких настройках смысла нет. Конечно, тут еще тоже стоит сказать, то, что разработчики так хорошо сделали графику, то, что даже на низких настройках игра выглядит так, как будто вы играете на высоких. На низких настройках только вы можете понять то, что вы играете на низких настройках. То, что, например, дальность прорисовки, например, травы хуже становится. А так, если вы не будете вглядываться, вы даже толком-то и не поймете, что вы играете на низких настройках. Но на низких настройках играть нет смысла, потому что все равно FPS практически не меняется. Почему-то. Я вот не знаю почему. И почему оптимизация с релизом стала хуже, я тоже не знаю. Потому что на ЗБТ, как я говорил, у меня без стрима было 130-140 FPS в среднем. Сейчас у меня без стрима на релизе 100 FPS в среднем. При том, что настройки у меня сохранились те же, можно сказать, с ЗБТ. Я ничего нового не выставлял. И в компьютере я ничего не менял за этот месяц. Но просадка произошла. Почему? Хрен его знает. Очень надеюсь, что в будущем выйдет какой-нибудь
выпустят патч, и это исправят. Потому что нам разработчики обещали, вот мы сделали DLSS 4, прирост по кадрам будет жесткий. И получилось так, что на релизе все откатилось к тому, что было год с лишним назад. Но все равно, как я говорил, даже так можно играть. И нужно, как я говорил, учитывать тот факт, что, возможно, счетчик FPS неправильно показывает. Потому что даже при 60 FPS у меня не было такого дискомфорта, то что FPS сильно упал. Потому что, например, в том же калибре, как я играл, когда у меня ниже 120 FPS падало, я сразу это ощущал. А здесь такого ощущения нет. Возможно, счетчик неправильно показывает, и я зря вот эту историю сейчас сидел разгонял. И теперь переходим, наверное, к последнему пункту, который будет особенно важен игрокам, которые живут в России. Это, конечно же, проблемы со входом в игру. Очень много игроков с этой проблемой сталкивается, и, возможно, из-за этого онлайн в игре мог бы быть выше, если бы у игроков из России был бы доступ в игру. Потому что, как я не раз говорил, игроки из СНГ — это основная аудитория этой игры. Хоть и разработчики говорили то, что они делают эту игру для европейского и американского рынка, но все равно большинство, кому эта игра будет интересна, это, конечно же, СНГ. И Россия в СНГ занимает такое неслабое место. Из-за того, что в нашей стране происходят блокировки, многие игроки не могут войти в игру. Я опять же сейчас скажу решение, как можно решить эту проблему, но это решение не стопроцентное, это должен каждый из вас понимать. И также вы должны тоже понимать, то, что работает у меня, может не работать у вас. Потому что у всех по-разному, зависит от провайдеров, от вот этого всего. Первый способ, как обойти блокировку, это использовать запрет тот же, который используется для обхода блокировки YouTube. Есть много разных версий запрета. Есть запрет 1, есть запрет 2, это который программы. Есть обычный запрет, который через BadFile запускается. Тут вы должны сами методом перебора это все искать. И то, что у вас сработает, то значит у вас сработает. Потому что, как я сказал, то, что работает у меня, может не работать у вас. Просто пишите в поисковике «скачать запрет Discord, YouTube», вот так вот нужно писать. И вам предложат скачать что-то там из того, что я перечислил. Чаще всего, конечно, вы будете качать это с GitHub. И потом, как я говорил до этого, методом перебора пробуете, и что-то из этого вам поможет. Я, например, сижу с запрета версии 1.9.8. Это примерно предпоследняя версия запрета, которая запускается через BadFile. Но, как я говорил ранее, у вас может он не работать, а может сработать что-то другое. И, кстати, я до этого еще забыл сказать. Сама игра в нашей стране не заблокирована, блокируют какие-то другие сервисы, которые используют VG. И поэтому получается так, что игра недоступна. Ну и про Steam, кстати, я забыл тоже сказать. Если вы живете в России, в Steam вы игру скачать не сможете, только через VGC. Как я спрашивал в ЦПП, в Steam ограничения делает сам Steam, поэтому разработчики на это повлиять никак не могут. И поэтому только через VGC. И, короче, вот, возвращаемся к тому, как обходить блокировки. Второй рабочий способ, у меня рабочий, это программа Портал VG. Скачивайте эту программу также с GitHub. В интернете пишите «сгенерировать варп», и вам выпадет сайт, на котором можно вот эти варпы генерировать. И потом вставляете в программу, и также методом перебора пробуйте, что-то да сработает. У меня также вот то что-то не работало, что-то работало. Но также есть момент один, который есть что у запрета, что у портала VG. У вас могут быть проблемы с пингом. У меня в обычном состоянии вот нормальный пинг где-то был 70-80. Иногда пинг даже поднимался до 200-300. И, кстати, даже с пингом я умудрялся результат выдавать. Просто представьте, как я могу играть в эту игру, если у меня пинг будет нормальный. И к этому просто нужно привыкнуть. Вы эту проблему никак решить не сможете. Что у вас как может быть? Один бой у вас нормально, потом у вас один бой или несколько боев подряд с пингом. Потом опять несколько боев может быть нормальным, потом опять с пингом. К этому просто нужно привыкнуть, и вы должны готовы, что у вас будет пинг 200-300. Но я говорю это как житель Московской области. Если вы живете дальше от сервера, у вас еще хуже могут быть проблемы с этим. Но к этому, как я сказал, нужно привыкнуть. Как говорится, лучше играть так, чем вообще не играть. И третье решение, это, конечно же, платный VPN. Тут я советовать ничего не буду, потому что я сам в этой теме пока что не разбирался, потому что вот эти способы, которые я до этого сказал, они у меня пока что работают. Когда перестанут работать, тогда я задумаюсь о покупке платного VPN. Но пока что я про это не думал, и поэтому сами тут уже разбирайтесь. Я посоветовать тут ничего не смогу. Но платный VPN — хороший способ обойти блокировку. И тоже могут быть, кстати, проблемы с пингом. И я на этом мог бы закончить видео, но тут есть еще один момент. Я и сам это замечал, а также мне писали также игроки, которые живут в России. То, что игроков, которые обходят блокировки, для них как будто бы в игре сделан отдельный баланс. Это вообще, я не утверждаю, что это оно так работает. Это просто мне кажется. Можно сказать, это такая шизотеория.
что это мне кажется и другим игрокам так кажется. Не факт, что это есть на самом деле, возможно, просто так везет. Но очень часто замечал, что у меня у самого очень часто, практически всегда даже можно сказать, а также у других игроков, которые живут в России и используют обходы блокировок, вот запреты, порталы ВГ и вот это вот все. У них отдельный баланс как будто. Нас всегда балансит вместе, что я очень часто играю и замечаю знакомые ники. Когда онлайн в игре в прайм-тайм 10-11 тысяч. Но я никогда не поверю, что при таком онлайне мне будет балансить одних и тех же игроков постоянно. Ну не постоянно, но очень часто. И также, если не набирается количество игроков, в команду ботов докидывает. Потому что игра все-таки пытается забалансить, чтобы в бою были все живые игроки, но не всегда получается, иногда ботов докидывает. Но на данный момент это, наверное, больше всего меня раздражает, если мы не берем в счет технику. Ты заходишь в бой, и у тебя боты в бою. В PvP режиме, если что. Они в режиме против ботов. В обоих командах. Иногда балансит, конечно, по-нормальному. То, что ты нажимаешь кнопку в бой, и там показывает там 70-80 человек. Но иногда ты нажимаешь кнопку в бой, и у тебя там, я не знаю, сидит человек 10, и потом вас балансит вместе, и в итоге вы играете несколько боев вместе, или ботов еще докидывает. Я вот говорю, это чисто шизотеория, не факт, что это так на самом деле. Но такое ощущение есть, что те, кто обходит блокировки, у них отдельный баланс. Также вот вы можете в комментариях написать. Я вот реально вас прошу, пишите в комментариях, чтобы мы могли какую-то статистику собрать. А также, возможно, разработчики это видео посмотрят. Пишите, в какой вы стране живете и как вас балансит. Потому что я говорю, я никогда не поверю, что при 10-11 тысячах онлайна балансит ботов еще. И одних и тех же. Такого не может быть. Поэтому есть ощущение, что у нас отдельный баланс, кто с обходами блокировок играет. Поэтому вот пишите в комментариях, в какой стране вы живете и какой у вас баланс. Еще в минусы можно, конечно, записать то, что сейчас в игре нету реплеев и нету статистики. Но это, скорее всего, временно. И, скорее всего, в ближайшее время это должно появиться. Потому что статистика — это очень важная вещь в игре, благодаря которой будет увеличиваться удержание. Соревновательный момент должен быть обязательно. Пока этого нету, но я думаю, скоро она должна будет появиться. Тем более на втором альфа-тесте мы уже видели окно заглушку под статистику. И, наверное, нужно какой-то итог по этому всему подвести. Что можно сказать по игре? Конечно же, я рекомендую всем в эту игру начинать играть. Особенно если вы эту игру видите впервые. Если вы играли в шутеры, в CS, Call of Duty, Battlefield, неважно, в любые другие шутеры, вы можете спокойно начать играть в эту игру, потому что это больше шутер, чем стандартная танковая игра. Только в отличие от Челайка вы танком играете, и все. В основном это обычный шутер, в который вы играли до этого. Также, если вы играете в старые игры про танки, это War Thunder и Мир танков, тоже можете спокойно переходить в эту игру. Потому что большинство проблем, которые есть там, здесь нет. И вы можете спокойно играть. Как я говорил, единственное, что может пригореть, это 3 танка, которые разработчики пока что не перебалансили. Все. В остальном, можно сказать, в этой игре проблем-то плюс-минус-то и нет. Проблема с экономикой, она может быть сама собой решится, но для новичка будет, да, тяжело, это факт. С оптимизацией такой спорный момент. У кого-то может быть из вас нормально, у кого-то плохо. Но оптимизация все равно по сравнению с ЗБТ ухудшилась. Возможно, в будущем разработчики что-то еще с этим поделают. Потому что, как я уже не раз говорил, для БГ очень важно, чтобы в их игру могли все играть. Поэтому, если на оптимизацию многие будут жаловаться, то они наверняка этим вопросом займутся. Поэтому, если у вас есть проблемы с FPS, пишите в комментариях. Если кто-то из разработчиков это видео увидит, возможно, прочитает и, возможно, тоже с этим что-то порешает. Так, в целом, даже учитывать, если те недостатки, про которые я рассказал, я могу рекомендовать играть в эту игру 100%. Потому что, можно сказать, эта игра уникальна. Такой игры не существует и, скорее всего, в ближайшее время не появится. Но попробовать-то вы точно можете, потому что игра free-to-play, чтобы начать играть, платить не нужно. А про систему монетизации мы уже сегодня поговорили. То, что она в этой игре идеальна. Игра бесплатная, и нагиба за донат здесь нет. И не будет. А на этом видео, наверное, буду заканчивать. Это да и так получилось, наверное, длинным. Я, наверное, большую часть времени недостатки обсуждал. Хотя их не так много. А должен был, по сути, большую часть видео эту игру хвалить. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы не подписаны. Также подписывайтесь на мой основной канал, на котором я стримлю 6 дней в неделю. Также обязательно ставьте лайки и пишите комментарии для продвижения канала, чтобы в нашу игру приходили новые игроки. Ваши лайки и комментарии действительно важны для этого. Также подписывайтесь на мой телеграм с новостями. Всем до скорого и всем пока.